Привет, ребята! Меня зовут Оля, и в этом ролике я хочу поговорить с вами про сыроедение. Про сыроедение. Я никогда не думала о том, что я буду снимать этот ролик, потому что тема питания является очень острым вопросом для многих. Но тем не менее, я поняла, что моя история может оказаться для кого-то полезным. Я 8 лет живу с сыроедением, 5 из них я была очень жестким сыроедом. Сейчас я не могу назвать себя сыроедом, но тем не менее мое питание на 99,99,99 состоит из растительного питания. Но почему я не называю себя сыроедом, вы узнаете в этом ролике. Погнали! О том, что такое сыроедение, кто такие сыроеды и почему они едят только овощи, фрукты и орешки, я узнала 8 лет назад, когда к нам в гости пришел мой старший брат, и в своей презентации он наглядно рассказал о том, что такое сыроедение, что это за система питания, почему она полезна для нашего организма и что она может дать человеку. Я не уверена, что я могу рассказывать об этом, но, тем не менее, не рассказать я тоже не могу, потому что это важная информация. Мой брат очень тяжело болел раком, и вегетарианство, а далее сыроедение во многом помогли ему излечиться от такого тяжелого заболевания, как рак. Мне кажется, это можно не комментировать. Поэтому все слова, которые он говорил, его аргументы для меня были супер важные, и на тот момент, мне было 20 лет, я страдала от тяжелой формы панкреатита, и, чтобы вы понимали, все было настолько плохо, что от обычной каши на воде у меня мог случиться жуткий приступ боли, от которого мне хотелось лезть на стены. И если кто-то знает о особенностях панкреатита, когда у тебя начинается обострение, тебе нельзя пить обезболивающие. То есть тебе мучительно больно, но прекратить эту боль ты не можешь. Я искала любые способы. К 20 годам я перепробовала огромное количество диет и остановилась на максимально правильном ПП, насколько это было тогда для меня, в моем понимании на то время. Я ела только отварные каши, крупы, овощи, отварное мясо, и никаких соленостей, сладостей, консервантов нет, ничего такого. И мне это не помогало. Это мне не помогало совершенно, и я чувствовала глубокое отчаяние от безысходности. Я не понимала, что со мной не так, почему это всем подходит, а мне нет. Почему мне это не помогает? Мне было очень мучительно больно. И когда мой старший брат рассказал о сыроедении, я почувствовала какое-то облегчение и такая: вот оно, вот та соломинка, за которую я схватилась обеими руками. Я плакала в тот день, я помню, это было 3 декабря, и этот день во многом изменил мою жизнь. Я приняла решение с этого дня перейти на сыроедение. С этой минуты, не с понедельника, не через 3-2 недели, год, я перешла на сыроедение сразу же. Это было очень спонтанное решение, как вы понимаете, но я его придерживалась. Через месяц я отправилась в дом отдыха, в котором я работала массовиком-затейником, я организовывала культурный отдых. У меня в доступе было огромное количество очень вкусной праздничной еды, и я очень горжусь собой, то, что я не сорвалась, хотя там была моя любимая сёмга, вкуснейшие сыры и прочее, повторюсь, в неограниченном количестве, все бесплатно, но я не сорвалась, хотя мои друзья, которые приехали вместе со мной, считали, что я сумасшедшая, потому что я была 3 секунды как сыроед, и вроде бы как компромисс, можно же стать сыроедом через месяц позже, сначала отъесться, но для меня это было принципиально важно, и, повторюсь, меня преследовали очень сильные боли. Тот человек, который хоть раз в жизни сталкивался с серьезными болезненными заболеваниями, он понимает, что это достаточно веский аргумент для того, чтобы что-то не делать. Поэтому, да, я сдержалась, и более того, когда я вернулась в Москву, я почувствовала, что этого недостаточно.
Я хочу ускорить процесс перехода, и тогда я узнала о очищении по методу Аганян. Я оставлю ссылку в описании, но вкратце скажу, что сначала я очистила специальным раствором свой организм, вызвала диарею, то есть полностью очистила желудок и кишечник, после чего у меня наступил период 3-недельного голода. Первую неделю я голодала на воде и отваре трав. Есть специальный набор из трав, которые я купила в обычной аптеке. Сама смешала в нужной пропорции, просто заваривала себе каждый день, пила этот отвар. Этот отвар помогает быстрее внутренним органам очищаться. То есть, когда у нас происходит голод, наш организм начинает ускоренно очищаться, а эти травы этот процесс упрощают и ускоряют. После чего я начала постепенно через неделю добавлять в свой рацион небольшое количество очищенного фруктового и овощного сока, то есть я сама выжимала в соковыжималке овощной или фруктовый сок и процеживала его через ситечку, чтобы максимально исключить попадание клетчатки. Это был раствор органической воды с глюкозой и витаминами. Собственно, на этом я продержалась еще 2 недели, после чего я очень постепенно начала возвращаться к еде. Сначала это было небольшое количество клетчатки, которую я сначала перестала фильтровать сок, затем я стала добавлять небольшое количество фруктовых пюре, потом небольшое количество овощных, сырых пюре, и тут меня переклинило. Мне было нелегко очищать себя все это время. Я думаю, даже по описанию понятно, что это трудно. Это чертовски трудно. При этом я училась и работала, и функционировала как обычный человек. Я была настолько мотивирована тем, что мне больше не болел желудок, что это давало мне силы пройти через это все. И я настолько боялась откатиться обратно, я чувствовала себя настолько чистой после этого всего, что мне не хотелось добавлять такие тяжелые продукты, как орехи, семена, проростки, бобовые. И я решила остаться фрукторианкой. Я ела в основном фрукты, иногда овощи. И так я протянула полгода, до мая месяца, это как раз 6 месяцев с начала декабря. Очень сильные перемены в моем организме начались именно после очищения по методу Аганян. Уже на 1-й неделе голода у меня изменилось лицо и тело, сошел отек, у меня появились скулы, мои ноги стали невероятно стройными. На тот момент у меня никогда не было настолько стройных ног, потому что бедра — это моя супер проблемная зона, они сошли первыми. И я получала столько комплиментов, которые также меня поддерживали, все не могли поверить, что можно за такой короткий срок настолько преобразиться. Это тяжелый путь, но он очень эффективно помог мне перейти из одной главы в своей жизни в другую. Я до сих пор не знаю, насколько это было правильное решение, но это решение, которое я приняла на тот момент, и я двигаюсь с ним дальше. До сыроедения мой вес составлял 65 килограмм. После 3 месяцев на сыроедении мой вес стал 50 килограмм, я выглядела прекрасно, и я была довольна, и, собственно, я решила, что да, так я и буду дальше сидеть на фруктах, и все прекрасно. Но не тут-то было. Не меняя своего рациона, не сокращая калоража, мой вес резко стал падать. И за буквально 2-3 месяца с 50 килограмм мой вес резко начал падать до 37 килограмм. Это очень мало. Мой рост 1,73 м. И мой вес упал с 65 килограмм до сыроедения за полгода до 37 килограмм. Моя мама была в отчаянии. Она ругалась на меня всеми словами на свете и говорила, что я пытаюсь себя убить.
Я была глуха к этому всему, мне казалось, что все под контролем, что это пройдет, что это просто такой период от адаптации, и оно само собой потом нормализуется. Но нет, в какой-то момент я стала замечать, что еда просто уже не усваивается. Я испугалась. Уже был июнь месяц, я закрыла сессию и поехала на дачу. Я очень благодарна своему папе, потому что он очень спокойный, очень мудрый человек, и он, не крича, не обвиняя меня ни в чем, просто спокойно, не давя, говорил, помогал мне. Когда мой вес упал до 37 килограмм, я чувствовала себя не в своей тарелке. Во мне боролось два состояния. С одной стороны, мне нравилось, что я такая худая и чистая, а с другой стороны, я уже была похожа на ходячего мертвеца. У меня были ручки-веточки, и вены выпирали наружу. Это было очень тяжелое зрелище. Я постараюсь найти фотографии, но я не тот человек, который любит фоткать до-после, и я не думала 8 лет назад, что я буду вести блог и кому-то об этом вообще рассказывать. Поэтому я постараюсь, но не обещаю. И я благодарна папе за то, что он уговорил меня начать есть семечки и всего лишь добавить в свой рацион небольшое количество сырых семечек. За 3 месяца я вернула свой нормальный здоровый вес и даже больше. К сентябрю мой вес снова составлял 65 и даже 68 килограмм. И это был мой максимальный вес за все 28 лет моей жизни. Я все так же оставалась на сыроедении, но при этом я стала добавлять в свой рацион семечки, только их. И только за счет этого мне удалось уже вернуть свой вес и все нормализовать. Тогда у меня уже стали мозги немножко на место, и я стала больше читать о белках, жирах, углеводах, и что это очень важно, особенно в таком питании, как сыроедение, чтобы рацион был гармоничным, разнообразным и насыщенным всеми этими веществами. Когда я стала четко расписывать и рассчитывать, сколько я потребляю свою норму белков, жиров и углеводов в сутки, то тогда мой вес начал постепенно нормализоваться, он опять пришел к 60 килограммам, и за 5 лет сыроедения он примерно оставался на отметке 60 килограмм. Через 5 лет у меня произошло достаточно тяжелое эмоциональное переживание. Мой муж ушел в армию, и это было очень-очень тяжелое время для меня. В этот момент у меня началось расстройство пищевого поведения. Я стала заедать свои эмоции и очень сильно переедать. Я ела тазиками. И когда муж вернулся, я думала, что это изменится, но все стало еще хуже. Начав готовить для него запрещенную для меня пищу, я стала срываться и на нее. И началась вот эта бесконечная карусель из срывов, ненависти к себе и снова срывов. И именно это является причиной того, что сейчас я не называю себя сыроедом, хотя на 99% мой рацион состоит из растительной сырой пищи. Тем не менее, для того, чтобы выбраться из тяжелой ямы под названием расстройство пищевого поведения, мне на данный период жизни необходимо снять с себя все ограничения. То есть, когда ты придерживаешься такого питания, как сыроедение, хочешь не хочешь, это несет определенные запреты, ограничения и ожидания. И это не помогает, когда у тебя расстройство пищевого поведения. Очень сильно не помогает. Для того, чтобы успокоиться, я разрешила себе с чистым сердцем, есть все. И сейчас я разрешаю себе есть все. У меня нету запретных продуктов, вредных, и мне их не хочется. Когда я себе разрешила все, когда я сняла табу, то проблема решилась сама собой. И на данном этапе жизни я не готова снова сказать, что нет, я ни за что не буду это есть, а именно это я подразумеваю, когда говорю о сыроедах, о веганах, о людях, которые
не только по физическим, но и этическим соображениям не едят ту или другую пищу. К сожалению, на данный момент я не могу себе этого позволить. Возможно, когда-то я снова скажу, что да, ребят, я сыроед. Но все же это огромная глава моей жизни, это большая история, и за 8 лет, которые я прожила с сыроедением, я испробовала много разных вкусных блюд, я узнала огромное количество особенностей, возможно, подводных камней, с которыми я хотела бы с вами делиться, и именно поэтому я сегодня рассказала вам свою историю, я обязательно еще сниму ролики, в которых более подробно расскажу про свою анорексию, про булимию, про расстройство пищевого поведения и про очищение по методу Оганян. Я прошла все. Я, кажется, я прошла огонь, воду и медные трубы. Я очень надеюсь, что этот ролик оказался для вас полезным. Спасибо большое, что вы со мной. Я очень прошу вас быть вежливыми и толерантными, не осуждать меня, потому что, повторюсь, я ни к чему не призываю, я просто рассказываю свою историю. И, ребята, до встречи в новом ролике. Удачи вам, если вы переходите на сыроедение или если вы просто посмотрели это для ознакомления. Приятного вам просмотра и до встречи в новых роликах. Пока!